Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре легенда легкого танкостроения MX-12 тонн, француз, легкий танк, проходная прокачиваемая ветка, вот. Но барабанный, то есть это не обычная ЛТшка, это ЛТшка на 6-м левеле с барабаном на 4 снаряда, поэтому про этот танк говорить, что это чистый засветчик, ну нет, наверное, это все-таки и дамагер, а иногда чистый дамагер без засвета. Ну давайте все и по порядку. Вот. Броню мы, как любим ходить в начале обзора, не пойдем смотреть, потому что брони в этом танке нет, ее даже вот просто здесь можно посмотреть. Там бронирование корпуса 50, бронирование башни 30, то есть нас в любой плоскости, в любой проекции пробивает кто угодно, чем угодно, фугасами. Вот, давайте смотреть основные модули к исследованию. Так, пушечка у нас, значит, стоковая, у нас тоже на 4 снаряда, но пробитие здесь хуже, чем нежели на топовую 6-го левела. Конечно же, надо стараться как можно быстрее прокачать пушку 6-го левела, потому что здесь и альфа 135, и пробитие 144 основным, 202 голдой, заряжается 10 секунд на стоке. Вот, разброс не самый лучший, как для ЛТ-04, время сведения комфортные 2,3 секунды. Вот, однозначно нужно нам качать топовую рацию, потому что на стоке 6 уровня у нас 400 метров, на топе 10 уровня 750, почти в 2 раза больше. Ну и конечно же по двигателю. ЛТшка, надо быстро ездить, 330 лошадей против 250, что нам даст, как правило, ну там где-то плюс 20% подвижности. Ходовая тоже не обсуждается, этому танку надо. По полевой модернизации давайте смотреть, чтобы мы с вами качали. К максимальной скорости вперед, к мощности двигателя, давайте мобильность. Так, у нас, значит, удельная мощность 28,84, вполне себе, почти 30 лошадей на тонну, 64 максимальная скорость вперед, и поэтому можно выкачать что? Ну, наверное, к мощности двигателя, чтобы быстрее свою максималку же набирал, хотя у нас максималка падает, нет, тогда лучше вот так, да. Это вполне себе. От размера круга сведения, здесь у нас от времени заряжания, от времени заряжания перестрелка в лоб, ЛТшки часто это делают, более для нас важно. От фугасного урона, максимальная скорость назад, от фугасного урона, потому что мы цель для фугасных пушек. Так, теперь дальше. Давайте по оборудованию. Оборудование у нас дефолтовый комплект для ЛТшки. Это в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор. Ставим просветленку, малошумку, чтобы быть менее заметными. Ставим турбину, чтобы быть быстрой ЛТхой. Ну, я еще инструкцию на просветленку поставил. По снарядам у нас, значит, голда. У нас подкол летит 1250, обычный снаряд у нас ББХ стандартный, да, летит 1000. То есть по снаряду, по скорости полета все очень комфортно. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, огнетушитель, но поскольку у меня экипаж со старшего танчика с MX-13 99 левела, да, по-моему, вот, я не переобучал на эту технику, чтобы не тратить голду на 100%. Вот. Соответственно, я себе поставил доп-паёк, чтобы как-то минимизировать потери непереобученного экипажа. Экипаж, 3 члена экипажа, командир, наводчик, механик, водитель. Первым перком качайте командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство. Дальше качайте, как показано в табличке. По УВН у нас минус 6, все очень плохо, пушка ни хрена не гнется. Мобильность мы с вами уже смотрели. По незаметности 40%, они подвижны движения, у нас стоит малошумка. Перк незаметности выкачан, поэтому ну, такие показатели. 390. Самое плохое то, что когда на ЛТшке не переобучаете экипаж, как я вдруг, да, у вас обзор вот такой вот, минус 34 метра, так был бы 430. Но поскольку командир на 100% не прокачан на эту машину, у нас по обзору все плохо. Именно сюда я поэтому я инструкцию поставил. Давайте теперь про саму машину поговорим. ЛТшки
Самая главная задача любой ЛТшки — это ехать и светить, как и это, безусловно. Но эта ЛТшка еще и может стрелять. За барабан может наносить приличного урона, поэтому этот танк, этот ЛТ не прям про чистый засвет. Этот танк одновременно является дамагером. И это его плюс в сравнении с другой любой ЛТ. Вот. По подвижности хорошая, по незаметности хорошая. Пушка интересная, с особым геймплеем. Брони, понятно, нету, и даже тут это как минус нельзя уж говорить, потому что это все-таки ЛТ. Вот. В остальном, конечно, у ВН, вот, играя на этом танке, не хватает углов вертикальной наводки. Ладно, давайте посмотрим боем, что эта машина из себя представляет. Отправляемся уже в бой. Так, попали мы к 5-м левелам. Прощались и возвращались. Так, попали мы к 5-м левелам. Попали на легком французском танке 6 уровня МХ-12 тонн. Проходная прокачиваем ветка у нас. Обзор танка боя. Сейчас поедем. Ну чё, я придумал прекрасный план. Вся 9.16 заблудился. Видите, как боты играют? Вот, учитесь. Вот. О, видите, поехал, пушку повернул. Катает на ботах. Тут пришла Иринка из продуктовой. Начальника пришел. Борьба идет, Вот это так, хорошо, а пусть борьба. я ниже Крути прыгнутый. Динамо, понял? Гля, не хотят высовываться. Ведь кто такие по жизни? Очень просто. Начальника, привет. Зацепили об землю, на! Вот тут поломали,
Теперь вы все уроды, а я Хозяйка олигарх. пришла. Ну вот. Настреляли коса. Чуть-чуть насветили. Бородач. Армян из Чебуречной. Я не растерялся, я же охранник. Он охранник с 20-летним стажем, мой Вот наставник. так, а пусть я Да ямба, я вас всех порешаю сейчас. Дальше вы стали праздновать свой профессиональный праздник. Эх, не успел я добить этого гада. Но вот такой вот бой у нас вышел. И это уже неплохо. Ой, я считаю. Как-то такое. Не, АМХ-12 он хороший аппарат. Комфортное такое орудие у него, да. Так, что у нас по урону? Первое место, пожалуйста, заняли в бою. 3 фрага. Вот мы красавчики. Так, ребята. Танчик нравится. Танчик зачетный. Ставим мы ему 4 с плюсом, даже поставлю. Пишите свои комментарии, какое вам на нем оборудование заходит. Я знаю, что этот танк часто качает на урон. Соответственно, он у меня как дефолтовая ЛТХ, да? На незаметность, на обзор и на скорость. Но многие на этот танчик ездят как на, можно сказать, дыроколе, да? Так что пишите свои комментарии, если у вас такой аппарат, нравится, не нравится. А я говорю, агрегат достойный, интересный, своеобразный геймплей, играть можно, получать удовольствие тоже. Вот. Ну,
На всем все. Отличный аппарат. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.